Всем доброе утро. Заехал вот буквально помыть машину. Сегодня решил снять необычный обзор. Я собрал адаптивный круиз-контроль из запчастей. Все докупил и попробуем сегодня реализовать это штатно. Во все штатные места, ничего не будем колхозить, ничего не будем придумывать. Проводка, говорят, уже на этой машине есть. Попробуем все сделать. Ну и как обычно, стоит снимать машину, сегодня солнечный день. Ну что, поехали. Машина помыта, все готово, трогаемся, расплатились за мойку. Едем в сторону сервиса, начинаем эксперименты. До оснащения апгрейда. Ну, даже интересно, что из этого получится. Как говорят на форуме, почти 100% успех. Я надеюсь, мы адаптируем эту систему. Конечно, там есть сложности, надо прошить эти блоки. Нужно поменять прошивку в одном из блоков управления адаптивным круизом. Что, заезжаем, пробуем. Так. Мы добрались с вами до сервиса лендроверского под названием LR Top. Они любезно согласились провести данную процедуру по адаптации круиз-контроля, адаптивного круиз-контроля. Сейчас загоняем машину и, собственно говоря, электрик начинает свои волшебные движения. Так, ну, собственно говоря, что мы приобрели? Приобрели мы с вами радар, причем родной радар от Land Rover Vogue. Единственное, это 5-литровая версия была Range Rover, 8X23 начало. Дальше мы приобрели, все это было приобретено, естественно, на разборке. Новые детали стоят космических денег. Дальше мы приобрели блок управления вот этим радаром. И взяли, единственное, что мы, наверное, купили не с разборки, это кнопки включения самого круиза. И нам с разборки повезло, удалось взять еще кронштейн с родными держателями и винтиком. Это, собственно говоря, вот такой держатель. Все прячется вот в этой боковой нише. Сейчас мы с вами все разберем и сделаем. А радар ставится в переднюю, ну, я так подозреваю, в переднюю левую часть. Так, ну что, первую инсталляцию мы уже начали. Открыли вот этот вот задний чехол. Собственно говоря, вот здесь вот 3 болта находятся. И с обратной стороны должен стоять вот этот блок. Сейчас наша задача предстоит отодвинуть всю вот эту механическую, вернее, железную конструкцию и посмотреть, если существует проводка. Мы на всякий случай с разборки взяли вот такой разъем. Сейчас я даже попробую его снять, как он снимается. Да, вот он отапливается вот так вот. Да, вот он, видите, специфический разъем, здесь многоконтактный. Он так вставляется и защелкивается. Соответственно, если эта коса есть вот там внутри, нам повезло. Это первая инсталляция, и она будет выполнена буквально за 5 минут. Ну что делать, ставки, господа? Есть или нет? А может быть и нет. Желтый. Ну что, нам повезло. Разъем на месте. Сейчас начинаем инсталляцию нашего блока. Повезло. Дело мастера боится. То, что нам дали, любезно предоставили вот этот вот кронштейн, он не подойдет к этой машине. Ну и ничего страшного, мы его вернем. Кстати, тот, кто нам все это предоставил, об этом отдельный разговор. Максим, большое тебе спасибо, респект. Максим, это человек, который владеет собственной разборкой, у него 1000 запчастей, можете к нему обращаться. Он найдет вам любую запчасть. Вот радар нашел нам, блок нашел, даже предоставил такие вот кронштейны. Значит, проводка на эту машину полностью существует. Ну что, начинаем обратный демонтаж в обратную сторону? Да. Нашли вот здесь вот в нише, где ставили блок, вот такую вещь пристегнутую.
Все, Land Rover, знак аварийной остановки раскрываем. Яйцо Фаберже, а там пусто. Жаль. Самое интересное в этой всей истории, когда я вскрыл вот этот вот отсек, я даже не знал. Здесь, оказывается, есть настоящая лендроверская аптечка. Вот он, крепление задней камеры, которая находится, да, для камеры прицепа. А ты пробовал хоть раз крепить? Вот. Какие-то заглушки непонятные, родные лендроверовские, и чехол для задней камеры. А самое еще интересное, этот горшок волшебный вынимается. Посмотри. И вот там, собственно говоря, должен находиться запасной аккумулятор. И вот туда приходит вся проводка. А вот, спустя 3 года эксплуатации автомобиля, да, мы нашли и собираем ту чудную комплектацию с камерой, которая здесь существует. Вот она как делается, оказывается. Как можно смотреть за сзади идущим автомобилем, точнее за прицепом. Вот так ставится это на крышу и наклоняется, и по Bluetooth каналу передается. Да? Ну вот, если это задняя крышка, мы вот так ставим, наклоняем, и вот он едет и прекрасно смотрит за нашей лодкой. Сейчас мы уже заканчиваем с задней частью. Будет вот сюда установлен вот этот блочок, да, клавиши. А вот эту вещь, наверное, отдельно скидываться целиком. Вот этот бампер, да, она будет все отщелкивать, все снимать, разбирать. И блок стоит, как я видел по схеме, вот так. Он не должен загораживаться ни номером, ничем. Соответственно, он сканирует впереди идущий весь поток автомобильный. Самый главный процесс. Есть! Нам повезло. Да, вот он, кстати, есть, можно поставить и дополнительный радар. У меня почему-то какой-то универсальный бампер. Смотри, справа и слева, да? Это получается в переходной модели. Сейчас я покажу. В переходной модели на 4.4 ставится вот сюда радар, а в 3.6 ставится сюда. Ну, в общем, у нас есть выбор, который мы можем с вами реализовать и так, и так. Закончена вторая стадия, переходим к третьей установке кнопки, а потом четвертая, это уже программирование. Сейчас будем снимать, как снимается подушка и как устанавливаются кнопки. Ну, понятно, что материала в интернете предостаточно по этому вопросу, но тем не менее мы снимем еще раз, чтобы была видна процедура от начала до самого конца. Что мы делаем? Значит, куда мы запихиваем? А каким ключом? Что это за ключ? Обычно шестигранник? Это можно и шестигранником, можно и штырем. Ага. А здесь с этой стороны? То же самое. А, вот я вижу, да. Это отщелкиваем подушку, да? Да. Чтобы поменять кнопочки. Так, подушка отстрельнулась. А статика от чего может быть? От меня? То есть статическое напряжение подушка может стрельнуть, да? Ну вот, мы открутили шестигранником. Ну, такой тоже бывает. Здесь 2 разъема. Маленькой отверткой выдавливаем и снимаем. Где они? Вот нет, нет, 2 разъема, а здесь, соответственно, 2 входа. Угу. Зеленый и белый. Все контакты на месте, да? Ну да, мы не отсоединили. Угу. Все. Ну вот, защелкнулся руль. Третья стадия прошла удачно. Все сделали. И сейчас самое главное — программирование. Так, ну что, подключаем сканер, да? И что мы сейчас делаем? Сейчас мы будем смотреть, прописан ли он вообще здесь. Ну, скорее всего нет, но будем прописывать, пробовать. Так, если он не прописан, будем прописывать. Да. Ключ проверяем. Все вроде на месте, все считалось сканером, проблем никаких нету, ошибок не выдает. А те, которые выдавали, мы скинули. Ну, точнее говоря, правильно, при установке всегда возникает. Я думаю, сейчас проверим уже на ходу. Первые 3 части мы прошли, вот остался у нас даже руль. Еще синтетическо-кожаный. Выезжаем на тесты. Компьютер показал, что все должно работать, ошибок больше не вылетало. Попробуем разогнаться до 80 км в час на трассе и проверить, что у нас происходит. Будет ли вообще адаптивный круиз включаться или нет. Если не будет,
Ну, вернемся, будем смотреть. 2,5 часа у нас заняла адаптация, снятие бампера, установка всего оборудования. Поэтому, если кто-то решится на такие же шаги, понимаете, что в районе 3 часов у вас это все займет. В общем-то, не такое большое время. Ну, плюс сколько сейчас еще испытаний и постановка бампера обратно на место. Но это уже не интересный момент, а самое главное, это то, что либо машина это опознает, либо нет. Такое ощущение, что я из салона выехал только, да? Благодарю с покупкой. Поздравляю с покупкой новой функции, нового апдейта. Так, первый выезд у нас закончился неудачей. Не включился у нас адаптивный круиз. Простой круиз включается, адаптивный нет. Ну, в общем-то, надежды пока не было, потому что нам сканер показал, что ничего не надо адаптировать, хотя я полностью уверен, что надо. Сейчас возвращаемся обратно на сервис, будем пробовать нажать кнопочку On, принудительно его включить. Ну вот мы сейчас вышли, как раз 3 части уже завершено, мы вмонтировали в бампер, мы поставили блок управления, сделали кнопки. Что я хочу сказать, мы нашли подбитого воробья в машине, да, комарину сгрызанную проводку. Что еще у нас было? Какие у нас еще? У нас бампер развалился по дороге. Но, к сожалению, наверное, это от предыдущего владельца. Мы не знали об этом. Придется ремонтировать, искать запчасти. Ну и отдельное спасибо, конечно, Владу. Это просто гениальный человек, управляющий Владимир, начальник смены. Это просто 2 мега человека, которые в этом разбираются, помогают, делают. А главное, они горят этим делом. Починкой и апдейтом Land Rover. Слушай, это глупый вопрос для геймеров, а мы сохранились прежде перед тем, как экспериментировать. Сейчас через дилерский компьютер попробуем зайти, посмотреть, как у нас все получилось, все включилось. И остается только, я думаю, чуть попозже мы это проверим, потому что сейчас надо другими делами позаниматься. Садаптируем. Ну, пока стоим в пробке, я сейчас немножко расскажу вам. Значит, все детали, которые были закуплены по серийным номерам, я покажу, будет в описании. Ничего в этом сложного нет, нужно просто найти именно то, что я напишу. Проводка практически во всех автомобилях существует, такого не бывает. Ну, по крайней мере, как мне сказали на сервисном центре, не бывает, что проводки нету, она действительно спрятана в бампер. Поэтому остается только все поставить, как я показал, и активизировать при помощи компьютера. Цена всему этому: задний блок управления двигателем обошелся мне в 10 тысяч, передний блок радара, сонар радар, мне также обошелся в 10 тысяч, итого 20. И кнопки мне продали, но так как это были новые кнопки, это было 7 тысяч. Вообще кнопки можно найти за 3, но я взял за 7, потому что новые, чтобы не потертые, никем не юзанные. Это мое личное было желание. Все, больше ничего не нужно. Ну и плюс работа электрика, плюс работа по снятию установки бампера. Это будет зависеть от вашего сервиса, где вы это будете делать. Так, начинаем разгон. Он активируется от 55 км в час. Вот, ставим. Все, зажегся впереди. Впереди машина появилась, зажегся другой квадратик, треугольничек желтенький, предупреждающий о том, что впереди едет машины и возможно препятствия. Значит, кнопками на руле, которые здесь можно выбрать расстояние до впереди идущей машины. Ну, одно нажатие 4, соответственно, можно выставить 3, 2. И он будет останавливаться впереди от идущей машины, ну, сокращать, естественно, расстояние до впереди идущей машины. Вот, и еще выдает вот такое предупреждение. Если впереди идущая машина тормозит гораздо быстрее, чем вы, он предупреждает о том, что возможно столкновение. Все, мы откалибровали машину, все заработало, в итоге адаптивный круиз включился. Всего лишь небольшое шаманство с компьютером. Спасибо огромное нашему LR-топу, сервис Land Rover, за организацию такого процесса. До скорого, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Всем счастливо и пока.